Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует магазин «Мир моделей». Меня зовут Павел. Сегодня наше с вами новое занятие. Мы сегодня рассмотрим работу с трафаретами. Именно нанесение звезд на фюзеляже самолета и плоскости и нанесение опознавательного знака японских ВВС, так называемого киномару, или знак восходящего солнца. В качестве сегодняшнего, так сказать, испытательных кошек представит модель, которую я вам показывал в прошлом нашем занятии, когда мы использовали камуфляжные поля при помощи Patafix. Это модель в 32 масштабе. Заготовка это И-51 Мустанг. Покрашен он немножко уже в измененном виде. Вот. Также будет испытательно нашим вот такой вот Mitchell B25 уже знакомый, который мы в одной из передач показывали на нем восстановление расшивки скрайпера. Итак, значит, немножко история. Я из своего, исходя модельного опыта, раньше использовал нанесение звезд, в частности звезд, именно с помощью вот такого широкого томиевского скотча. Вот, я его, значит, соответствующим образом наносил на коврик, либо вот на такую вот резиновую шайбу. Ну, вот, расчерчивал здесь звезду и потом вырезал трафарет, переносил ее на модель. Вот, но время не стоит на месте, появляются новые очень хорошие продукты. Вот, в частности, я хочу вам показать модельную бумагу томиевскую. Так вот она выглядит. Значит, в чем ее преимущество? Преимущество ее заключается в следующем, что она имеет, вот этот тоже листочек у нас уже немножко обрезанный, значит, она имеет миллиметровую шкалу. Это позволяет расчерчивать какие-то, допустим, буквы, цифры. Ну, в частности, можно спокойно расчерчивать также звезды и вот также опознавательные знаки японских ВВС. Вот. Преимущество, я уже сказал, что это лист, в отличие от широко известного широкого томиевского скотча, преимущество в том, что он более плотный и более гибкий. То есть он не переламывается и очень хорошо держится на окрашиваемой поверхности. Я хочу вам продемонстрировать еще. Вот. Можно перенести звезды, конечно, декалями. Это всем известный способ. Но мы сегодня именно рассматриваем именно нанесение трафаретами. Поэтому, как я делал? Я брал, ну, допустим, такую вот звездочку. Вот, допустим, отсюда. Наносил эту звездочку с помощью булавки. Прикладывал ее к шайбе и в каждом углу луча звезды наносил вот такие вот проколы. Делал 5 проколов, после чего эти проколы немножко здесь расширял, чтобы они были более четко видны. Затем с помощью металлической линейки всем известного томиевского скотча соединял уже проколотые вырезая сердцевину звезды, будущей звезды. Вот таким вот образом я сейчас провел везде, и потом со сердцевину звезды мы ее вынимаем. У нас получается вот не что иное, как вот трафарет для будущей нашей звезды. Вот так вот я делал это традиционно уже много лет. Сейчас, секундочку, еще немножечко. Вот, получается вот такой вот результат. Вот. В чем проблема была? Проблема была в том, что скотч томиевский
он на бумажной основе тянется, и очень часто приходилось делать очень много трафаретов для того, чтобы добиться желаемого эффекта, потому что скотч просто подрывался. Нужно было его очень аккуратно и тоненько снимать. Вот. И вот уже сейчас он уже где-то надрывается, и поэтому есть риск. Вот. При этом он еще вот таким вот образом сворачивался. Вот, пожалуйста, вот эта вот звезда. Вот. И после этого я вот переносил ее на место. Вот. Единственное, что была проблема с тем, чтобы ее вот аккуратно позиционировать. За это мы возьмем ватную палочку. Вот таким вот образом. При этом надо очень аккуратно. Вот она здесь сворачивается. Вот. Единственное, что нужно обязательно, чтобы везде я немножко не более ровно. Вот таким вот. Вот это уже, так сказать, готовый трафарет. Вот. Ну, используя лист бумаги декальный от фирмы Tamiya, я просто отмасштабировал вот такие вот звезды. Вот. И вместо бумаги поставил им декальный лист. Вот звезды уже перевелись сюда, что позволяет более удобно их потом вырезать, этот трафарет, более ровно и аккуратно. Но при этом хочу обратить внимание на следующий момент. Если вы не доверяете вашему электронному помощнику в виде компьютера, потому что я вот, например, вчера столкнулся с тем, что когда готовился к передаче, вот я поставил звезды длиной 3 сантиметра, а он мне дал 2,8. То есть в результате, перед тем, как вы переведете вот это на декальный лист, возьмите обыкновенный лист, распечатаете те звезды, которые вы пытаетесь нанести на свою модель, и проверьте точно их размеры, чтобы у вас потом не было таких маленьких, очень неприятных моментов. Вот. Мы сейчас попробуем на вторую сторону, используя уже, так сказать, новый продукт. Вот я отсюда уже как бы вырезаю будущий трафарет. Потом, значит, здесь мы подсоединяем сюда и таким вот образом аккуратненько снимаем. Вот получается вот эта звезда. Если она немножко больше по размеру, но ложится она намного. Единственное, что когда будете ее, обязательно смотрите, чтобы она очень ровно всеми краями была зафиксирована вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Вот. Это что вот касается звезд. Сейчас мы немножко отвлечемся. Значит, как мы будем делать круги восходящего солнца для японских ВВС. Для этого нам потребуется такое приспособление, как циркуль для вырезания кругов. Я сейчас использую свой домашний, у меня он от фирмы Ulfa, но вообще у нас в магазинах великолепный был инструмент, сейчас он, к сожалению, закончился временно. Это инструмент фирмы Jazz, так он называется, циркуль для вырезания кругов. Тут все очень просто, есть шкала, приблизительно размечаете, заносите вот таким вот образом и вырезаете вот таким вот образом по кругу. Только единственное, что старайтесь не смещать то отверстие, которое в центре. Получается вот такой вот трафарет. В качестве дополнительного приспособления вот будем использовать наш многострадальный B25 Mitchell. Сделаем его на период наших испытаний, сделаем его японцам по принадлежности. Таким образом, вот, ну, допустим, таким образом. Опять же, разы. Вот. Таким вот образом вот трафареты нанесены.
Вот. Теперь хотел бы обратить внимание на одни из общих принципов, которые помещаются в сюжет нашего сегодняшнего повествования. Вот я здесь специально обращаю ваше внимание на данную модель. Значит, смотрите, звезда у нас лежит, но я, естественно, приклеил ее сейчас как приклеил. На самом деле звезды, что опознавательные знаки японских ВВС, советских, российских ВВС, они находятся в четко определенном регламентированном месте. Поэтому, когда вы их наносите, у вас неизбежно опознавательный знак попадет на перекрестие камуфляжных полей. Если вы нанесете сюда красную краску, во-первых, от зеленого цвета она изменится. И четко будет виден переход камуфляжного пятна. Поэтому, прежде чем наносить, допустим, красный цвет, нужно обязательно задуть сюда его немножко белым. Легким поддувом белого цвета, чтобы выровнять всю общую поверхность вот этой звезды. А потом уже задувать красным. Тогда красный будет тем же насыщенным цветом, которым вы собирались покрасить. И у вас не будет вот этого перехода камуфляжного поля. Если, допустим, вот как на Митчеле, здесь крыло у меня покрашено серебристой краской, здесь можно подложку белой не делать. Но только в том случае, это вот, если так грубо говоря, это простая Хиномару, которая не имеет белой обводки. Про белую обводку я вам расскажу чуть позже. You danger, you lunatic, lunatic, lunatic. Okay, that's probably the bird in it that laid the eggs. Yo, we can't have a clash. You're really. This next test applied. Ну вот, уважаемые коллеги, только что я закончил задушку красным цветом. Использовал я обыкновенную, хорошо всем известно, ламиевские краски. Сначала задул белым, так называемую подложку выровнял, что касаемо вот этой вот данной модели. Здесь сразу уже, поскольку крыло здесь серебристое, вот, перекрашивающих камуфляжных полей через опознавательный знак не проходит, здесь сразу нанес красный цвет. Вот сейчас мы сразу же уже снимаем и получаем вот такой вот опознавательный знак. И вот сейчас здесь мы снимем. Вот такой вот результат мы с вами видим. Хочу обратить ваше внимание на то, что данные надуваемые сегодня опознавательные знаки советских ВВС, именно вот такие вот красные без окантовок, именно характерны для начального этапа войны. Вот. Если вы хотите использовать опознавательный знак звезда там после 42-43 года, они обязательно идут с белой либо с черной окантовкой, либо такая вот сложная, состоящая из нескольких лучей. Поэтому вам придется сначала выводить тонкую белую линию обводочную, а потом уже наносить красные цвета. Поэтому тут надо уже будет немножко вам самим поработать над процессом, что закрашивать сначала, что потом. Вот. А сейчас я покажу вам несколько моментов, когда опознавательный знак японских ВВС только мы нанесем на зеленый цвет с окантовкой. Для этого я использую вот такой вот вырезанный из пластика с помощью вот такого циркуля. Получился он не сразу, не с первого раза. Вот такой вот тонкий кружок. Наносим вот, допустим, на вот это вот крыло.
замаскировали внутреннюю часть. Подложка у нас будет белая. Здесь я использовал белый грунт. Ну, вы можете по удобному вам грунтовному покрытию покрыть, допустим, белой краской, перевести. Ну, я использовал пластиковый кружок. Можно также использовать трафарет, вырезаемый из только что продемонстрированного вам вот такой вот декальной бумаги. Your pet. Что мы сейчас делаем? Я закрепляю внешний круг вот такой заготовки пластиковые. Но главное, что при этом не сместить. Вот если сместить, то в принципе это все будет очень большие напрасные труды. Поэтому очень аккуратно. Ну, обращаю ваше внимание, что, конечно, я только что покрасил крыло, оно еще сыровато. Но тем не менее, я думаю, что все у нас благополучно получится. Получается вот такая вот вещь. То есть теперь я буду сердцевину закрашивать красным цветом. Сейчас я еще нанесу несколько масел, потому что хочу вас обратить внимание на то, что красный цвет легко разлетается по всем местам, поэтому максимально маскируйте, ставьте какие-нибудь барьерчики, чтобы краска у вас, если у вас есть выступающие части какие-то, например, как вот здесь вот это вот мотогондола, то если вы даже будете красить здесь, небольшой ореол все равно долетит сюда. Поэтому будьте внимательны, аккуратно и последовательны. То есть если вы что-то сделали, то не стесняйтесь, скотчем как следует все это нужно хорошо, главное надежно замаскировать. Подготовленную для покраски сердцевину мы сейчас покрасим вот этой вот красной красочкой от фирмы Tamiya. Наш сегодняшний достигнутый результат. Значит, вот здесь я сейчас наглядно продемонстрировал, что можно использовать и пластик, но все-таки пластик является надежным инструментом. Он не имеет липкой клеевой основы, в отличие от бумаги. И здесь, вот здесь вот все равно образовались микроподдувы, вот такие вот. Вот. В идеале, конечно, белая окантовка хиномару, которая наносится на окрашиваемую поверхность японских самолетов, должна быть намного тоньше. Но я вам показал просто принципиально, как вот это вот можно сделать. Можно сделать таким вот образом, прямо по загрунтованной поверхности. Можно нанести красный цвет, вырезать, допустим, вот такую вот звезду, сразу ее вот так вот наклеить, допустим, и потом уже вместе уже все загрунтовать, покрасить, и потом эту звезду уже в самый последний момент снять. То есть можно сделать и таким образом. Ну, я сегодня показал вам более короткий путь работы с трафаретами. Вот. И вот в заключение нашего сегодняшнего занятия хотел сказать следующее. Значит, чем мы сегодня занимались? Мы сегодня наносили через трафареты, мы наносили сегодня звезды. Используя для этого замечательный продукт от фирмы Tamiya. Вот. Использовали мы также для этого модельный нож, металлическую линейку, тамиевский скотч. Использовали также еще белую, красную и вот оливковую краску. Все продукты, которые находятся у нас в магазине, это для использования и нанесения трафаретов советских ВВС. Для использования опознавательного знака японских ВВС Хиномару мы использовали
инструмент для вырезания кругов. Я надеюсь, что наша передача сегодняшняя будет вам полезной. Вы подчеркнете что-то новое для себя, и ваш арсенал как моделиста будет увеличиваться с каждым нашим новым включением. Надеюсь, вам понравилось. Я думаю, что очень скоро мы с вами встретимся вновь. У нас будет о чем поговорить. Будет интересно. Всего вам хорошего. С вами был Павел, негативных моделей. До свидания. No love, body. Well, love for the